Добрый день! Сегодня мы рассмотрим такую тему, как звук и его особенности. Если бросить в воду камень, то на ее поверхности образуются волны, которые расширяются концентрическими окружностями и достигают берега. Это показано на рисунке. Таким же образом, вокруг любого звучащего тела образуются звуковые волны, которые распространяются по воздуху. Если тянуть эластичную пластинку, а потом отпустить ее, то она начинает колебаться, приводя в движение частицы воздуха. И тогда во все стороны начнут распространяться сферические звуковые волны, как это показано на рисунке. Они представляют собой сгустки и разрежение воздуха, то есть места с большим и меньшим давлением. Как только звуковые волны достигнут нашего уха, барабанная перепонка начинает колебаться, и посредством мелких косточек, молоточек, наковаленка, стремечко, звук попадает во внутреннее ухо. Отсюда, через слуховой нерв, колебания передаются в головной мозг, и мы слышим звук. Следовательно, для того, чтобы был звук, необходимо наличие звучащего тела, среды для распространения звука и слухового органа. Скорость звука по сравнению со скоростью электрического тока не очень велика. В разных веществах она распространяется с различной скоростью. Скорость распространения звука в воздухе при температуре 20 градусов Цельсия около 340 метров в секунду, то есть около 1200 км в час. При увеличении температуры она слабо нарастает. В воде звук распространяется со скоростью 1430 метров в секунду, а в стали со скоростью примерно 5000 метров в секунду. А в безвоздушном пространстве звук не распространяется. Звук определенной частоты называется тоном. Различные тона имеют различное число колебаний в секунду, то есть различную частоту. Чем выше частота, тем выше тон. Так, например, толстая струна гитары совершает 165 колебаний в секунду, а тонкая 659 колебаний в секунду. Самый низкий тон, который может воспринять человеческое ухо, имеет частоту 16 Гц, а самый высокий 20 тысяч Гц. Разумеется, в музыке эти крайние тона прямо не используются. Это видно из рисунка, где показана клавиатура пианино, нотные знаки музыкальных тонов и их частоты, и диапазон некоторых музыкальных инструментов. Тон ля, по которому настраиваются музыкальные инструменты, имеет частоту 440 Гц. Самая толстая струна контрабаса имеет частоту 41 Гц, а самый высокий тон пианино 3520 Гц. Звуки, кроме частоты, различаются и по силе. Если мы находимся близко к гитаре, звук сильнее, а когда мы удалимся на некоторое расстояние, то сила звука уменьшается. Причиной этому является то, что звуковые волны при движении в воздушной среде теряют силу. Это значит, что частицы воздуха все слабее и слабее отклоняются от своего среднего положения, то есть уменьшается их амплитуда. Следовательно, сила звука зависит от амплитуды колебаний. В технике для измерения силы, с которой мы слышим звуки, используется единица децибел. На рисунке видно, что самый слабый звук, который может вложить наше ухо, соответствует 0 дБ. Звук падающих капель воды на расстоянии 1 метр соответствует 20 дБ. Звуки при обычном разговоре имеют силу 40 дБ, а самый сильный звук, то есть болевой порог, соответствует 120 дБ.
Если за нашей спиной прозвучит один и тот же звук ля частотой 440 Гц на пианино и на кларнете, то мы сразу узнаем, когда звучит пианино, а когда кларнет. Как же мы различаем инструменты? Ведь в обоих случаях звучит все тот же тон ля. Различают музыкальные инструменты даже тогда, когда они производят один и тот же тон по их тембру. Звуковые колебания различных музыкальных инструментов не являются простыми синусоидальными колебаниями, а обладают различной окраской, то есть это сложные колебания, как показано на рисунке. Чисто синусоидальные колебания производит только электронный прибор, называемый звуковым генератором, тон-генератором, который используется в лабораториях. Если суммировать два синусоидальных колебания различной частоты и амплитуды, то результирующее колебание будет похоже на колебания музыкальных инструментов. Это показано на рисунке. Собрав вместе 3, 4 и больше синусоидальных колебаний различной частоты, амплитуды и фазы, можно получить и наиболее сложное периодическое колебание. Установлено, что сложные, не синусоидальные, но периодические колебания, у которых положительный полупериод симметричен отрицательному полупериоду, можно рассматривать как сумму одного основного синусоидального колебания частотой f1 и большого числа других синусоидальных колебаний, обладающих соответственно частотами 2f1, 3f1, 4f1 и так далее, более высокими и кратными основной, которые называются гармониками. В акустике это называется теоремой Фурье. Например, тон ля пианино, который периодичен, но не синусоидален, в сущности состоит из следующих синусоидальных составляющих. Основное колебание частотой f1 равное 440 Гц, вторая гармоника частотой f2 равная 2f1 и равная 880 Гц, третья гармоника частотой f3 равная 3f1 и равная 1320 Гц, четвертая гармоника частотой f4 равная 4f1 и равная 1760 Гц и так далее. Тон ля кларнета имеет гармоники той же частоты, но с другими амплитудами, что мы и видим на рисунке. Поэтому окраска, то есть тембр звуков пианино и кларнета, не одинакова. Следовательно, можно сказать, что тембр определяется величиной амплитуд отдельных гармоник. Теоретически число гармоник бесконечно велико, однако практика показывает, что с увеличением порядкового номера гармоник, как правило, их амплитуда уменьшается, что также видно на рисунке. Поэтому при анализе звуков достаточно учесть только первые 5 или 7 гармоник, а остальными можно пренебречь. Человеческая речь состоит из гласных и согласных звуков. Каждый звук представляет собой сложное несинусоидальное колебание, которое состоит из определенного числа синусоидальных колебаний различной частоты. То же самое можно сказать о человеческом голосе. Бас, тенор, меццо-сопрано, сопрано, который представляет собой сложные периодические, но не синусоидальные колебания. Из сказанного можно сделать следующие выводы. А. Наиболее сложное периодическое несинусоидальное колебание можно представить как сумму синусоидальных колебаний. Б. Сложные колебания состоят из значительного числа гармоник, то есть представляют собой определенный частотный спектр. Благодаря наличию гармоник, частотный спектр человеческого голоса и музыкальных инструментов значительно шире, чем их основной диапазон. Например, из рисунка видно, что основной диапазон сопрано
от 247 до 1319 Гц. Однако пятая гармоника его наивысшего тона имеет частоту 5 умноженное на 1319, что равно 6595 Гц, а седьмая 7 умножим на 1319 Гц, что равно 9233 Гц. Исходя из этого, радиоаппаратура для качественного воспроизведения звука должна иметь возможность усиливать равномерно весь частотный спектр от 20 Гц до 20 тысяч Гц. Сделать такую аппаратуру не так уж просто, поэтому радиолюбительские устройства чаще всего имеют более узкие диапазоны. Запомните, вокруг любого колеблющегося тела образуются звуковые волны, которые распространяются в воздухе со скоростью около 340 метров в секунду. Звук определенной частоты называется тоном. Чем выше частота колебаний, тем выше тон. Человеческое ухо может воспринимать звуки частотой от 16 до 20 тысяч Гц. Данный звук тем сильнее, чем больше амплитуда колебаний. Сила звуков, которые мы слышим, измеряется в децибелах. Звуки человеческого голоса и музыкальных инструментов сложные. Они состоят из основного колебания и большого числа гармоник, амплитуда которых определяют тембр звука. Благодаря наличию гармоник, частотный спектр человеческого голоса и музыкальных инструментов намного шире их основного диапазона. На сегодня все. Продолжение будет в следующем уроке. Не забывайте заходить на мой канал, продолжайте изучать основы радиоэлектроники. А пока до свидания, до новых встреч.